Всем привет! Хочу сегодня показать видео, как я разгоняю свой процесс или разогнал на материнке MSI. У меня процессор i9 9900K, материнка MPG C390 Gaming Pro Carbon, тоже на 390 чипе. Ну, сейчас я покажу по мелочам, что я сделал. Но для начала посоветую, прежде чем разгонять, скачайте от вашего, от материнки, скачайте последнюю версию BIOS желательно. Установите ее, потом, когда установите, зайдите в BIOS, нажмите F6, это по крайней мере на материнке MSI так работает, чтобы зарядить оптимальные настройки. После того, как зарядите, перестартанете опять. Так, ну продолжим теперь. Так, заходим потом в OC. Overclock, по идее. Здесь пока что все стоит в модусе нормальном, да, ну как бы здесь не так много можно настраивать. Нужно выбрать вам эксперта. По крайней мере, я так делаю. Так, выбрали эксперта. Процессор в стоке на турбо до 4.7 разгоняется, под нагрузкой как бы держит. Я сейчас покажу вначале на 4.8, так как он у меня в принципе 4.8, 4 и до 5 я его гнал, но разницы я в этом не замечаю, просто температура поднимается, а в производительности разницы никакой нету. И еще, да, у меня оперативная память, она в стоке до 2400 гонится, не гонится, работает, а с XMP профилем на 3200. Но вначале разгоните процессор для стабильности, а потом уже включайте XMP, потому что со включенным XMP нагружается больше процессор, и может быть, что у вас будет вылетать. Поэтому вначале сделайте процессор, потом включайте XMP. Так, ну здесь все стоит пока что на автомате. CPU ratio offset. Это нам в принципе не нужно, мы не будем это делать. Так, здесь мы выберем на 4.8. Это будет у нас герцовка процессора. Так, показывает CPU 3.6 на 4.8. Да. CPU ratio мод. Я ставлю сюда Fixed мод, так как он зафиксирован на 4.8, постоянно держит и работает стабильнее. По крайней мере у меня так. Так. Дальше. Rings ratio. На этом процессоре примерно я ставлю 4-5 для стабильной работы. Выше поднимаю, если то там уже приходится накручивать больше электричества, вольтаж поднимать, и как бы он греется, но и не так стабильно работает, поэтому я делаю 4-5. Так, идем дальше вниз. Так. Следующее, что я делаю, заходим в Digital, этот Power, заходим сюда, и здесь выбираем CPU Load Line Calibration Control, выбираем на 3. Это чтобы под нагрузкой электричество не просаживалось, содержалось стабильно. Потому что если вы поставите двоечку или 1, то будет электричество накидываться. Поэтому на 3 он будет в принципе держать то, которое вы задали. А если 4-5 уже ставите мод, то будет под напряжением, не под напряжением, под нагрузками, короче, электричество тоже уходить на низ, и стабильность пропадет. А если 1-2, то греться будет больше, стабильность будет, да, лучше, но будет греться процессор, так как материнка будет накидывать вольтаж. Так, дальше. Теперь захожу сюда. Здесь я выбираю Override мод, зафиксированный мод, чтобы с ним он тоже у меня стабильно намного работает, чем если я на автомате оставлю еще. Вольтаж на 4.8 я подобрал вот такой вот 1.245. Можно 1.2.4, но тогда ring ratio надо будет на 4.4 опускать. Так, здесь я тоже
цепью SA Voltage. Здесь я тоже выставляю. Здесь я выставляю 1.1.5. Работает тоже стабильно. Стабильнее, я считаю, и греется процессор чуть меньше, если это не делать. Так, CPU IO Voltage я выставляю на 11.40, чуть меньше. Работает, в принципе, тоже неплохо. Так, идем дальше. Что еще я делаю? Так. CPU функцион. Смотрим здесь. Здесь я отключаю Intel C State. Это, короче, для экономии, что ли, электричества, чтобы материнка не экономила, там электричество не зажимала для проца. Это отключаем. Точно не знаю, но вроде бы это так, но с ним у меня тоже хорошо работает. Я отключаю, и, в принципе, проблем нет. Так, это я выставил. В принципе, сейчас для процессора все разогнал я. То, что я делаю. Теперь захожу на hardware монитор. Здесь я выставляю CPU. У меня стоит кулер от Noctua NHD 15. В принципе, неплохо справляется с этим процессором, поэтому я немножко винты поставлю, чтобы они начинали пораньше крутить. Примерно так. Ну, это каждый должен сам знать, кому громко там будет, тише. Ну, чем позже начнет винты крутить, то тем, короче, горячее процессор будет. Потому что, как бы, тоже так. Вот у меня здесь два винта стоят, они очень громкие. Так, Smart Mode, что тоже можно выставить курву какую-нибудь. Но я сделаю по-другому. Просто опущу здесь ползунок, пока он мне не покажет, что так. И скорость упадет у винтов на 80, что-то потише работает, то слишком громко. Так, на сторону тоже. Они у меня стоят, один сзади стоит, другой сверху стоит. Над этим прям, над кулером. Ну, блин. Так. Все, в принципе, это здесь я сделал. Сразу компьютер тише стал работать, потому что винты крутятся. Можете сохранить профили. Здесь у меня тоже стоит на 5.0, 4.8 профили. Уже я как бы вот недавно тоже делал. Стабильно работает. И сейчас, после того, как все сделали, в принципе, все настройки, нажимаем F10, спрашивает сохранить, да, перезапустить. Сейчас перезапустится. Потом, сейчас он перезапустится, и я прогоню, коротко не буду долго гонять, просто сразу прогоню через программу Cinebench 23, кажется, если не ошибаюсь, или 25, сейчас гляну, не помню. Там она идет 10 или 8 минут, что-то такое тест. Если он проходит, в принципе, у меня проблем с этим нету, да. Через Prime не гоняю, через Prime он, например, нагружает так, что комп вылетает в синий экран, поэтому я Prime не пользуюсь. Мне хватает этого, чтобы в играх более стабильно процессор бежал и температуры были хорошие. Так, Cinebench. Так, запустился. Тестируем CPU мультикор. Если будет мало электричества, то процессор улетит в синий экран. Стартуем. Все пошло. Сколько там? Да, 10 минут длится тест. Ну, я сейчас так быстро покажу один прогон, потому что он гоняет его по несколько кругов там. Так, температуры хотел еще включить, показать. Там у меня использовать CoreTemp, да, обязательно для температур, чтобы вы видели, какие у вас температуры. Вот. Сейчас под нагрузкой максимально 69 было. В играх
Сейчас ночью поднимется, думаю, немножко. В играх примерно 60-62 так держит температуру, но если вы разгоните RAM, то еще немножко поднимется температура. Сейчас заканчивает. После того, как прогоните, все нормально работает, попробуйте разогнать вашу оперативную память. Ну, сейчас он прогоняет, первый круг прошел уже почти. Температура начинает дальше грузить. Температура под нагрузкой 71 грамм, градус была максимально, грамм, говорю, блин. Градус. Так, ну останавливаю. Перезапускаю. Чтобы зайти в BIOS, на тастатуре, на клаве кнопка Delete. Клацаем ее, когда он начинает загружать. Так, давай. Так, загрузились. Включаем опять ОЦ. Так, теперь выбираю XMP профиль. В принципе, включив XMP, он сразу вот у меня автоматом выставляет на 3200, потому что это рекомендуемо. Как можно там вручную и тайминги делать, но этим как бы не запаривался, точно не знаю, как это работает. Чем, говорят, меньше таймингов, тем быстрее память работает. Ну, как бы мне и так хватает, поэтому я сильно не запариваюсь, поэтому выставляю XMP, включаю, показывает. Все, теперь опять F10, сохранить, перезапускаю, и опять сейчас включаю Cinebench и проверяю там на стабильность. Когда будете добавлять, если хотите выше, чем 4.8 разгонять, добавляйте постепенно, там 4.8, там, допустим, вольтаж 1.24, ставьте 1, ну, для начала на 5.0 сразу, то можете 1.30 выставить, в принципе, 1.3.0, потому что 200 мегагерц это уже намного больше вольтажа требует процессор. Так, включаем опять Cinebench. Да, запускаем. Все, тест пошел. Не забывайте включать Core Temp, чтобы смотреть температурку процессора. Со временем там, сейчас в начале он просто показывает там до 71, но чем дальше он нагружает, там может еще температура поднимется немножко, но незначительно, на пару градусов, там не больше. На 5.0 температура в Cinebench у меня уже доходит до 84 градусов. Максимально скачки под нагрузкой как бы. Ну, в играх примерно, до 10 градусов меньше, чем в Cinebench. Ну, вот сейчас проходит тест. (72 градуса, 1 градус больше, потому что XMP профиль включен. Так, пошло. Сейчас он опять по-новому. Ну, примерно вот так все. Я проделал все эти процедуры. Выбираете для себя тоже, там, какую вам нужна герцовка. Постепенно добавляете вольтаж, тестируете, добавляете. Это как бы не быстро все делается, для стабильности время надо тоже. И я играю в Battlefield 2042, там игра очень сильно нагружает процессор, поэтому как бы можете после того, как стабильно будет Cinebench, заходите в игру и поиграйте там полчасика, посмотрите. Так, ну все, я буду заканчивать, остановлю тогда. Все, показал, в принципе, то, что я делаю, процесс, как я проделал, все эти процедуры. Давайте, до скорых встреч, спасибо за внимание.